Курская битва стала кульминацией не только всей Великой Отечественной войны, но и развязкой ожесточенного сражения инженерных умов. Сражения невидимого, начавшегося задолго до 1941 года. После революции в броневых частях Красной Армии были только трофейные машины. Но уже в 1920 году построен первый советский танк. А с ростом индустриализации страны их становится все больше. Однако механизация войск проходила непросто. Маршал Советского Союза Тухачевский писал: «Пришлось столкнуться с теорией особенной маневренности Красной Армии. Теорией, основанной не на изучении и учете нового вооружения, а на взглядах, более навеянных героикой гражданской войны». Центральный комитет партии поддержал сторонников механизированных соединений. И к 1932 году армия получила легкий танк Т-26, и легкий быстроходный БТ, особенно полюбившийся танкистам. Годом позже поступили средний трехбашенный Т-28 и сухопутный дредноут, тяжелый пятибашенный Т-35. Германии после поражения в Первой мировой войне Версальским договором запрещалось производить и иметь на вооружении танки. Но это не устраивало Рейхсвер. Наследники прусского духа мечтали о танковых войсках. Секретно был создан военный полигон, где учеба проводилась на деревянных макетах. Вот с таких, с позволения сказать, игрушек и начинал свою карьеру танкового стратега Гейнц Гудериан. Промышленники Германии не отставали от военных. Пушечный король Густав Крупп, тайно в обход Версальского договора, занялся конструированием танков. Первая модель проходила в заводской документации как легкий трактор. Когда Гитлер пришел к власти, он тут же отбросил все версальские ограничения. Новый рейхсканцлер хорошо понимал, с кем следует считаться. Первый свой визит он наносит Круппам. С этого времени производство танков на заводах Круппа развернулось в открытую. И вот уже Гудериан демонстрирует бронетанковые войска. Рев моторов, лязг гусениц привели Гитлера в восторг. Он заявил, Германия будет иметь лучшие в мире танки. Испания. Гражданская война. Советский Союз направил для защиты республики Т-26 и ПТ. Фашистская Германия прислала мятежникам Крупповские. В боях выявилось превосходство советских машин. Но почему же так часто они горят? Дело в том, что у франкистов появилась новая скорострельная противотанковая пушка. И тонкая броня уже не могла защитить наши танки от ее снарядов. Факты тревожили. Центральный комитет партии и правительства правильно оценили уроки Испании. Было принято важнейшее решение – разработать новые конструкции среднего и тяжелого танков с броней против снарядов. Но какой должна быть эта броня? Сколько башен? Какое необходимо вооружение? Гусеницы или колеса? А скорость? Двигатель? Вопросов множество. Кто даст ответ? Необычный вариант предложил коллектив конструкторов во главе с Михаилом Ильичем Кошкиным.
Получив задание на проектирование среднего колесно-гусеничного танка, они выдвинули встречный проект, принципиально новый, будущую 34-ку. Прежде всего, пушка должна пробивать все существующие танки, решили конструкторы, и установили мощное 76-миллиметровое орудие. Броня должна быть противоснарядной, но не слишком тяжелой. И при толщине 45 мм ей придали такой угол наклона, что бронебойные снаряды стали рикошетировать. Огнеопасный бензиновый двигатель Кошкин заменил дизелем. Танк получил великолепную скорость до 55 км в час. Наконец, машина стала чисто гусеничной. Причем гусеницы широкие, пригодные для любого бездорожья. Кошкина вызвали в Кремль. Главный конструктор начал свой доклад с характеристики встречного. А в то время очень многие специалисты сомневались в преимуществах этой машины, предложенной харьковчанами. И маршал Кулик, председательствовавший на военном совете, нервничал, поглядывал на Сталина. Сталин молчал, внимательно слушал, но ни во что не вмешивался. Был такой критический момент в ходе заседания, когда Кулик решил, что вот сейчас можно, что называется, прихлопнуть проект Т-34. «Я думаю, — негромко прервал его Сталин, — мы предоставим товарищу Кошкину и его конструкторам свободу действий. Пусть экспериментируют на двух машинах. Сравнительные испытания покажут, кто прав». Судьба новой машины оказалась нелегкой. И все-таки настал день, когда она гордо прошла по Ивановской площади Кремля, понравилась и была принята на вооружение Красной Армии. Шел 1940 год. Немцы недооценили уроков Испании. Рассчитывая на блицкриг, они развернули производство быстроходных танков со слабой броней. Создав ударные танковые войска, Германия начала оккупацию соседних государств. Опьяненный успехами, Гитлер отдал приказ прекратить в области вооружений все конструкторские работы, которые не могут быть закончены в течение года. Только что начатое проектирование тяжелых танков было приостановлено. Das noch niemals gehört. Ich hab das Wolga-Lied schon satt, weil es doch keinen Rhythmus hat. Какую же технику двинули на нас немцы? Да все ту же, с которой они легко захватили Европу. А наши танки, созданные в 30-е годы, уже не могли оказать серьезного сопротивления. Однако противника ожидал неприятный сюрприз. Помешанные на блицкриге руководители Рейха не сразу разглядели истинное положение дел на Восточном фронте. А там успешно начали действовать тяжелые КВ и средние Т-34. Их снаряды пробивали броню немецких машин с 2 километров, тогда как фашистские танки могли поражать русские с расстояния не более 500 метров. Первым очнулся Гудериан, своими глазами видевший, как тают его танковые дивизии. Паника перекинулась на конструкторов. Судорожно они стали модернизировать свои машины. Удвоили толщину лобовой брони. Поставили более сильную пушку. Навесили стальные экраны.
Но это все мало что дало. Машины стали тяжелее, а скорость и проходимость снизились. Немецкие войска несли большие потери. Но на Германию работала промышленность всей оккупированной Европы. В ноябре 1941 года Сталин позвонил новому командующему Западным фронтом Жукову. «Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас с болью в душе. Говорите честно, как коммунист». Жуков ответил: «Москву, безусловно, удержим, но нужно еще не менее 2 армий и хотя бы 200 танков». Это неплохо, что у вас есть такая уверенность. Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить 2 резервные армии, которые вы просите. Но танков пока мы дать не можем. Да, танков не было. Эвакуированы Харьковский завод, Сталинградский, Кировский. Эшелоны шли на Урал. В ответ на утолщение брони немецких танков наши конструкторы усилили пушку 34-ки, башню сделали более прочной, и, главное, впервые в мире удалось наладить конвейерную сборку. Уже в 1942 году Урал дал фронту больше боевых машин, чем вся мобилизованная Гитлером промышленность Европы. Гитлер вынужден отменить приказ о замораживании конструкторских работ по новой технике. Фирмы Henschel и Porsche получили заказ на тяжелый танк «Тигр». Фердинанд Порше, прославивший свое имя созданием известного автомобиля Volkswagen, закончил строительство опытной модели в очень короткий срок. Но лучшим оказался «Тигр» конструктора Эрвина Андерса. Именно он был принят на вооружение вермахта. «Тигр» Андерса — мощная машина с лобовой броней в 100 мм и полуавтоматической 88 миллиметровой пушкой обладал хорошей скоростью. Чуть позже вышли на испытания и средние танки «Пантера». Пушки наших Т-34 и КВ уже не могли пробивать в лоб новые немецкие машины. От бронебойных снарядов оставались только вмятины. И тогда конструкторы Котин и Духов на базе своего тяжелого танка КВ создают самоходную установку, вооруженную гаубицей огромного калибра. Солдаты прозвали ее «зверобоем», потому что снаряд гаубицы проламывал любую броню. Зверобои очень помогли нашим танкам в разгроме врага на Курской дуге. «Мы выиграли сражение», — говорил нарком Малышев, обращаясь к уральским конструкторам. «Но какой ценой? Немалой кровью наших танкистов. Нужны более мощные машины». Под руководством главного конструктора Морозова, который сменил умершего перед самой войной Кошкина, на 34-ку установили новую 85-миллиметровую пушку. Хорошая машина стала отличной. А в конструкторском бюро Котина создан новый тяжелый танк «Иосиф Сталин». Его лобовая броня толще, чем у «Тигра». Пушка мощнее, чем у «Тигра». Он уверенно пробивал броню «Тигра». Но кроме того, Советский Союз к 1943-1944 годам значительно превзошел Германию по производству танков. Гитлер все чаще вызывал к себе конструкторов, давая им все более нелепые задания на очередное чудо-оружие. Он потребовал построить танк сильнее, чем ИС. И снова Порше и Андерс начали соревноваться, и снова победил Андерс.
его танк стал называться «Королевским тигром». Гитлер ждал сенсации от неуязвимых, как он считал, танков, посланных на Восточный фронт. И сенсация состоялась. Вышло так, что королевские тигры нарвались на засаду, в которой стояла вот эта новой конструкции 34-ка под командованием младшего лейтенанта Оськина. Подивившись на неизвестные машины, экипаж Оськина почти в упор расстрелял 3 из них. Провал был полный. А Гитлер потребовал создания сверхмощного танка. Построенный Porsche сверхгигант явился каким-то инженерным бредом. Вес 188 тонн. Он не мог пройти ни по одному мосту, не обрушив его. Агония инженерной мысли только ускорила крах Третьего рейха. Продолжая славные традиции создателей знаменитой 34-ки, советские конструкторы вооружают нашу армию все более совершенной техникой.